Всем привет! Ну что, давайте вязать Эвелину. Эвелина – это Мишка, сладкая девочка. Я создала ее для своей любимой доченьки и назвала в ее честь Эвелина. Хотела несколько слов сказать о материалах. Значит, нам понадобится шерсть. У меня стопроцентная шерсть, 50 грамм на 100 метров. Значит, нитка компаньон я взяла также из шерсти. И очень важно, чтобы эти два цвета между собой хорошо сочетались. Вы можете взять любую другую ниточку, например, нитку мулине или даже хлопок. Это не так важно. И так как у меня ниточка достаточно бледная, розовая, я, когда экспериментировала с пяточкой, поняла, что сердечко будет не контрастно, поэтому я добавила третью нить. Если у вас эти нитки довольно контрастные, вы в принципе можете вязать из двух. Дальше нам понадобятся спицы 2 мм. Спицы я рекомендую брать деревянные. Нужны такие спицы, чтобы они в меру скользили и в меру задерживали полотно. Это очень важно, потому что у нас будет достаточно мелкая вязка, достаточно ювелирная работа в каких-то местах, поэтому выбирайте качественные, хорошие спицы, с которыми вам комфортно работать. Дальше мы будем использовать шерсть. Я использую шерсть для набивки. Это натуральная, по-моему, овечья шерсть. Продается она во всех магазинах для рукоделия. Рекомендую именно ее, потому что она обладает самыми классными свойствами. Мы сможем потом вылепливать, корректировать силуэт, мордочку. Это очень важно и отразится на том, как будет выглядеть Мишка. Нам нужна будет палочка для набивки. Я использую такую маникюрную палочку. Как вариант можно использовать палочки для суши. Дальше нам нужны будут ниточки, нитки прочные. Вот эти нитки я покупала на специальном сайте для мишек Тедди. И мы будем утягивать мордочку, мы будем пришивать лапки, голову. В общем, нам очень важно, чтобы эти ниточки были прочные. Можно любые синтетические нитки, вот эти нитки у меня российского производства тоже отлично подойдут. Главное, чтобы они при натяжении не рвались. То есть нам нужны очень крепкие ниточки. Дальше нам нужны 2 иголки. То есть вот этой иголкой мы будем работать. Она должна быть с таким с большим ушком достаточно, чтобы пролезала шерстяная ниточка. И нужна такая более тонкая иголка, которая будет у нас, мы закрепим глазки с помощью нее, и нам очень важно, чтобы бусинка вот проходила через бусинку она. Значит, соответственно, бусинки 6 миллиметров. Я вам рекомендую стеклянные. У меня не нашлось стеклянных, но я возьму пластиковые. Дальше нам понадобятся ножнички и, конечно же, крючок. Но крючок примерно 2 миллиметра. Еще я хотела обратить ваше внимание на качество материалов. Смотрите, Мишка у нас маленький такой, вот он помещается в ладошках. То есть на него нужно немножко ниточки, немножко набивки. Поэтому используйте качественные материалы. Например, если вы захотите связать из синтетики, то, скорее всего, результат вас не сильно обрадует. Поэтому берите качественные материалы, вяжите в свое удовольствие, наслаждайтесь каждой петелькой и давайте уже приступим. Для нашего с вами удобства я создала схему в PDF. Ссылочку я прикреплю в описании этого видео. Пожалуйста, скачивайте, пользуйтесь. Я опираюсь на свой опыт, так как у меня маленький ребенок, меня постоянно отвлекают, у меня 10 дел параллельно делаю. И в промежутках пытаюсь вязать. Это очень важно, потому что легко потерять концентрацию. И эта схема, она просто выручает. Я вяжу ряд, отмечаю, вяжу следующий, отмечаю. И таким образом я точно знаю, на каком этапе я нахожусь, какой шаг мне делать дальше. И совершаю меньше ошибок и просто уже
голова не болит на эту тему. Кстати, насчет головы. Именно с нее мы начинаем наше вязание. Набираю 9 петель плюс 1 для замыкания в круг. Я оставляю нитку примерно 30 сантиметров. Первую петлю я набираю немножко по-другому. Завожу спицу сюда, оттягиваю эту ниточку, переворачиваю вязание и вот так вот подхватываю, протаскиваю. Затягиваю петельку не слишком туго. Одна петля у нас уже есть. Значит, набираем 2, 3. Дальше обычным классическим способом 3 петли. И дальше, как бы мы набирали вот этой спицей, мы просто подсоединяем другую. Видите, эту спицу я зажимаю мизинчиком и продолжаю набирать. Значит, здесь спицы должны встретиться. Это у нас 4, 5, 6. Беру следующую спицу. 7. Так, опять подтягиваю хорошенько петлю. 8, 9 и 10 петля для замыкания в круг. Теперь я ровненько беру эти спицы, смотрю, чтобы эти вот у меня не перекручивались петелечки. Значит, дальше я переворачиваю вязание на изнаночную сторону. Значит, свожу вот так кончики и правой спицей просто вот так беру и снимаю петельку. Дальше помогаю себе дополнительной спицей, потому что мы вяжем на 3. Я цепляю, так вот завожу спицу на вторую петлю и аккуратненько протаскиваю первую петельку через вторую. Плавно, спокойствие, не торопиться, все получится. Дальше я убираю вспомогательную спицу и хорошенько этой ниточки. Так, отлично, все. И с изнаночной стороны я снова возвращаюсь на лицевую. Первый ряд все лицевые. Вяжем лицевые. Просто помните, что один ряд на 3 спицах. Пока вы не провязали все 3 спицы, у вас ряд не закончился. Я вяжу лицевые за переднюю стенку, использую классический способ вязания. Ну, смотрите, мы провязали первый ряд. Все, я могу отметить. Первый ряд я провязала. Дальше, смотрите, у нас идет лицевая прибавка с наклоном влево. Это формула, которую нужно повторить 9 раз. То есть вяжем лицевая прибавка, лицевая прибавка. Так, лицевую переднюю стеночку классическим способом. Как я делаю прибавку? Смотрите, я провязала лицевую. Вот я ее только что провязала. У нас есть еще петля на втором ряду. И вот в эту вот перемычечку, то есть это стеночка петли 3-го ряда, я просовываю спицу. А дальше я завожу правую спицу и провязываю ее как лицевую за заднюю стеночку. Лицевая за переднюю. Видите? Первая петля, вторая. И вот в 3-ю стеночку я вот так аккуратненько завожу спицу. Вот, цепила.
опять правой спицей за заднюю стенку, мы сделали прибавку. И еще раз лицевая за переднюю, заложение, прибавка за заднюю. Мы провязали уже 3 раза по формуле. И так вяжем до конца ряда. Если мы будем вязать рыхло, то вот эти все дырочки у нас будет видна очень сильно набивка. Нам нужно этого избежать, и поэтому мы вяжем плотно. Из-за этого может вязаться не слишком быстро, но поверьте, результат того стоит. Мы довязали 2 ряд, я сразу себе отмечаю. Дальше 3 ряд у нас все лицевые петли. Смотрите, я провязала 2 петли, я повешу маркер. Если я его повешу на самый край, он, конечно, будет спадать, это нам не нужно. Вяжите самостоятельно до конца ряда. Мы дошли до начала ряда, я снова отмечу. 3 ряд мы провязали. Дальше смотрите, у нас 4 ряд. Мы вяжем 1 лицевую, и дальше у нас идет формула прибавка с наклоном влево, 2 лицевые. Давайте по порядочку. Лицевую за переднюю стенку, и дальше по формуле прибавка 2. Как делаем прибавку, мы помним, вот протаскиваем спицу, прибавка за заднюю, лицевая, смотрите, на последней спице осталась 1 петля. Значит, вот она, эта петля. Значит, мы делаем еще 1 прибавку и вяжем лицевую. Ну что, самое сложное пока что позади. Значит, с 1 по 14 ряд вы вяжете самостоятельно по кругу лицевой гладью. Вот я довязала 14 ряд, отмечаю, а дальше у нас будет самое интересное. Значит, мы дальше будем работать с первой спицы, и нам нужно поставить маркеры. Значит, 2 петли, маркер, 5 петель, маркер, 2 петли. Смотрите, 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вот с ними мы и работаем. Значит, остальные 2 спицы довязывать по кругу лицевой гладью. Дальше у нас идет, значит, целый ряд. 2 лицевых. Смотрите, 2 лицевых — это лицевые головы. Мы еще не дошли до мордочки. Мы просто провязываем 2 лицевых. Перебрасываю маркер. А теперь обратите внимание, вот такая палочка вертикальная, это значит, что сейчас начинается мордочка. А мордочка у нас идет по схеме лицевая, прибавка с наклоном влево, и так 4 раза. И в конце лицевая. Лицевая, прибавка. Ну, прибавки мы уже умеем делать. Лицевая, прибавка. Это уже 2, лицевая, прибавка, вот, вот, лицевая, прибавка, 4 и лицевая. Значит, 15 ряд мы вот довязали, видите, до этой черты.
И нам подсказывает схема, что дальше у нас все лицевые до конца ряда. То есть на мордочке должно остаться 9 петель, а на всем ряду на 3 спицах 31. Так, дальше мы что делаем? Просто перебрасываем маркер и вяжем этот ряд по кругу лицевыми. Я отмечаю, что 15 ряд мы провязали. Смотрите, идем дальше. А дальше у нас по схеме все лицевые. Смотрите, мы провязали 16 ряд, отметили и дальше заходим на 17. То есть до палочки у нас опять 2 лицевые. До палочки это значит вот до мордочки. Мы всегда их будем провязывать лицевыми. 1, 2. Перекидываем маркер. И дальше смотрим у нас 2 лицевые. Прибавка 5 лицевых. Прибавка 2 лицевые. Так, ну поехали. Лицевых. Отлично. Дальше я перебрасываю маркер и по схеме вяжу. Видите, мордочка закончилась, палочка. И дальше я вяжу все лицевыми до конца ряда. Мы довязали 17 ряд. Отмечаю. Значит, и 18 ряд мы вяжем все лицевые петли. Встретимся в конце ряда. Смотрите, отсюда у нас начинаются поворотные ряды. 19 ряд, он будет состоять из 5 этапов. Сейчас мы вяжем 2 лицевые, палочка. Так, все, 2 лицевые у нас уходят. И сейчас мы будем работать непосредственно с мордочкой. Я перебрасываю маркер и дальше смотрю, у нас 9 лицевых. Я просто вяжу 9 лицевых, разворачиваюсь, не довязываю 2 петли до маркера. 8, 9. И вот у нас, видите, остались 2 петли не довязанные. Дальше мы вязание разворачиваем. Я отмечаю в 19 ряду, что первый пункт я выполнила. Дальше у нас, смотрите, первая петля двойная, а дальше идут 6 изнаночных и разворот. Для тех, кто умеет вязать носки и уже вязал пяткой бумеранг, это то же самое. Мы по сути мордочку вывязываем таким же способом. Смотрите, у нас изнаночный ряд, да? И вот как бы я сейчас провязывала изнаночную петлю, я бы вот эту ниточку держала перед работой, спицу бы заводила вот так, да? Но первую петлю мы не провязываем, а снимаем. Мы ее снимаем и потом ниточку заводим таким образом назад. И петля у нас получается двойная. Так, вам видно? Вот, смотрите. Натягиваю хорошенечко, придерживаю пальчиком. И после этого по схеме я вяжу 6 изнаночных. Нитку обратно завожу перед работой. Петлю придерживаю. Смотрите. И вяжу 6 изнаночных классическим способом. Раз. 2. Здесь главное не торопиться, потому что исправлять будет сложновато. Это было 3, 4, 5, 6. Так, и разворот у нас здесь. Разворачиваем вязание, отмечаем второй ряд. Дальше у нас первая петля двойная, остальные 4 лицевых.
Смотрите, мы развернули вязание. У нас здесь лицевые петли, лицевая гладь. Как бы мы сейчас вязали первую петлю? Лицевой, да? У нас нить за работой. Мы бы ее вот так за переднюю стеночку провязывали. А теперь мы ее снимаем и разворачиваем. Так, придерживаем пальчиком. То есть первая петля у нас получилась двойная, а дальше у нас 4 лицевых. Ниточку я опять завожу за работу, аккуратненько придерживая, я вяжу 1, 2, 3 и 4 лицевых петли. Дальше у нас по схеме идет разворот. И чтобы не запутаться, я обязательно отмечаю третий ряд. Мы развернули вязание и опять попали на изнанку. Здесь делаем все то же самое. Смотрите, нить перед работой. Я бы изнаночную провязывала таким способом, да? А теперь я ее не провязываю, снимаю и сразу перекручиваю. Смотрю, чтобы у меня была петелечка. Придерживаю ее пальчиком. Завожу нить перед работой и продолжаю вязать изнаночную. На этот раз у нас их всего 2. Одна и вторая. Вот так быстро. Все, разворот. Этот ряд мы провязали. Возвращаемся на лицевую сторону. Нить за работой. И дальше опять вяжем вот этой спицей. Значит, у нас по схеме первая петля опять двойная. Значит, мы ее также, как бы мы вязали сейчас лицевую, но мы ее снимаем. Видите, как заводим спицу? И ниточку перекручиваем вперед. Видите, получается такая двойная петелечка. Поддерживаем пальчиком. Дальше ниточку опять заводим за работу. И дальше мы вяжем 6 лицевых. Здесь внимательно. Первая лицевая у нас обычная. Значит, вторая петля это наша вот двойная, которую мы подворачивали. Значит, ее мы вяжем следующим образом. Мы вот протаскиваем, чтобы зацепить 2 стеночки. Да? И аккуратненько ниточку вытаскиваем. Вот чем удобно, опять же, вязать шерстью, что она более эластична, чем хлопок, и такую процедуру можно без больших потерь провернуть. Это была вторая лицевая, дальше третья обычная, четвертая у нас опять двойная, да? Значит, мы заводим вот таким образом, видите, вот таким образом, то есть не провяжите 2 петли по ошибке, заводите в двойную и дальше так вот туго. Если сильно не получается, помогите себе крючком. Помните, мы говорили, что у нас есть крючок 2 мм для вспомогательных целей, поэтому можете крючком себе помочь. Так, это была петля 4. И дальше, в принципе, мы вяжем вот 5-я, 6-я. Все, развороты у нас закончились. Потому что, видите, здесь после 6 лицевых у нас заканчивается мордочка, и ряд мы заканчиваем просто лицевой гладью. Итак, мы закончили 5-й поворотный ряд, провязали лицевые, то есть вот такой у нас был 19 ряд, и заходим на 20. 20 ряд мы вяжем по кругу лицевыми петлями. Обратите внимание, что здесь у нас, видите, после маркера 3-я лицевая, это тоже двойная петля. И здесь нам нужно будет тоже постараться. О, смотрите, у меня получилось. Все, я завела крючок.
я проверяю, чтобы он корректно вошел в дырочку. Так, и просто подцепляю ниточку и провожу через спицу. И смотрим, чтобы у нас шерсть из петли тоже не цеплялась. Вот, смотрите. Отлично. О, надо было сразу сделать все крючком. Так, ну вот, у нас такая типа петелечка. Я ее специально вытягиваю. И вот с той же стороны, вот подцепляю вот этой спицей. Затягиваю и снимаю. Фу, наши муки закончились. Дальше мы вяжем все лицевой гладью. У нас идут обычные петли. О, вязали ряд. Отлично. Это был 20 ряд. Я отмечаю, чтобы не запутаться. Видите, как удобно? Вот, допустим, у меня сейчас заплакал ребенок. Я сорвалась, побежала с места. Через час вернулась, и я знаю, что мне нужно вязать с 21 ряда. Так, что у нас по схеме? 2 лицевые. И дальше опять мы вяжем мордочку. 2 лицевые головы. Переснимаем маркер и смотрим, что у нас там. Значит, у нас лицевая убавка с наклоном влево. Это интересно. 5 лицевых, убавка с наклоном вправо и лицевая. Это мы вяжем вот между маркерами. Так, лицевая. Вяжу лицевую, а дальше смотрите. Вот так как в классической вязке у меня петли перевернуты, я делаю следующую манипуляцию. Как бы я вязала лицевую, я ее опять подхватываю и снимаю. Вторую лицевую тоже подхватываю и снимаю. Все, я их перевернула. Дальше я завожу левую спицу в эти 2 лицевые и провязываю за заднюю стеночку. Все, у меня случилась убавка с наклоном влево. Дальше мы вяжем 5 лицевых. И дальше у нас идет убавка, смотрите, с наклоном вправо. Я, наверное, не буду мучиться и сразу провяжу ее крючком, раз я его уже нашла. Так, о, не протаскивается, значит, я завожу вот с обратной стороны и чуть-чуть их подтягиваю. Все. Вот. Так, что касается убавки с наклоном вправо, поскольку у меня вязка классическая, я просто вяжу 2 лицевые за переднюю стенку. Вот смотрите, вот так идет петля. И так мы вводим спицу. Вот прям вот так же, как крючок. Оп. Все, крючок мы пока убираем. Ниточку подтягиваем и петельку снимаем. Дальше по схеме у нас идет, то есть, лицевая последняя на мордочке. И до конца ряда, я думаю, уже точно самостоятельно вы провяжете все лицевые. Итак, мы провязали 21 ряд. Что я хочу еще сказать? Если вдруг у вас возникают какие-то трудности по мордочке, вообще по голове, вы, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите в комментарии. Я обязательно отвечу на все вопросы, либо сниму какое-то дополнительное видео, где подберу более крупные спицы, более крупный план, более детально вам расскажу там убавки, прибавки с таким наклоном, с другим наклоном. Пишите, вопросов глупых не бывает, каждый вопрос по делу, поэтому и буду рада ответить. Давайте второй ряд вы весь тоже самостоятельно провяжите лицевыми петлями и встретимся в конце ряда. Итак, мы провязали 22 ряд и переходим на 23. Здесь у нас, значит, 2 лицевые, дальше мордочка, 2 убавки с наклоном влево. Значит, вяжем 2 лицевые, выкидываем маркер, я завожу спицу вот так, снимаю, завожу спицу и снимаю.
Дальше левую спицу помещаю сюда и провязываю за заднюю стенку. У нас есть одна убавка, и таким же образом мы сейчас делаем вторую. Завожу спицу вот так, снимаю, завожу еще раз, снимаю, то есть мы петельки развернули и провязали 2 вместе за заднюю стеночку бабушкиным способом. Лицевая. И 2 убавки с наклоном вправо. Я сразу беру крючок, перебрасываю маркер, а дальше у нас все обычно. Смотрите, мы довязали 23 ряд лицевыми, и у нас 24 и 25 ряд опять все лицевые. Провяжите их самостоятельно. Мы провязали 2 ряда, 24 и 25. Дальше у нас 26 ряд, формула лицевая убавка с наклоном влево повторяется 9 раз. То есть мы вяжем лицевая убавка, лицевая убавка, лицевая. Так. Я здесь, смотрите, нам мешает маркер. Маркер можно, наверное, уже снять. Лицевая. И так 9 раз до конца ряда. Значит, 26 ряд провязан. Мы вяжем 27 ряд лицевыми и встречаемся в начале 28 ряда. Так, все, здесь мы заканчиваем, потому что здесь у нас начало. Значит, я провязала 27 ряд. И не забывайте сверять на всякий случай. Вот у меня в конце каждого ряда в скобочках указано, сколько петель должно остаться на спицах. Так вы точно не ошибетесь и вовремя исправите ошибку, если такая случилась. Значит, мы вяжем последний 28 ряд. Это у нас 9 убавок с наклоном влево. Я уже сниму маркер, он нам будет мешать. И просто делаю 9 убавок. Все, я вяжу последнюю убавку на 3-й спице. Вот, мы провязали все петли на 3 спицах. Теперь насчет хвостика. Я заведу крючок сюда, отцеплю хвостик и выведу его на лицевую сторону. Да, он такой, видите, у нас непослушный. Вот, ну-ка сейчас. О, видите, вылез. Отлично. Значит, мы связали голову. Да, у нас какая-то такой этот смешной объект получился, но будьте уверены, что скоро из него мы сделаем вот такую красотку. Эвелина, ты довольна, что у тебя появится сестричка? Теперь нам нужно обрезать ниточку. Я тоже оставлю примерно сантиметров 30. Смотрите, как быстро я связала голову. Мы это пока не затягиваем, оставляем как есть и приступаем к набивке.